Всем здорово, народ, продолжаю учиться играть за Ферал Друидыча. Нашел себе наконец-то тимку для игр в 3 на 3, заранее заготовленных, не солоки. Но в любом случае сегодня будет такой перемешанный формат. И катки 3 на 3, и солоки, поэтому всем приятного просмотра. Смотрим видосик. Против меня колдовство Варлок, повелитель зверей Охотник и Рестор Друидыч. Все, прыгает Рестор в дерево, его подконтролить нельзя, поэтому можно спокойно и со спокойной, соответственно, душой заниматься дамагом. Накидываю дотки и на Варлока, и на вражеского Ханта. Мы, конечно, решили играть именно по чернокнижнику, но в любом случае дотки хочется держать хотя бы на 2 вражеских дамагеров. Я закидываю смерч во вражеского Друидыча, и, конечно, забавно, что вражеский Хант — это именно Таурен. Редко такое встретишь. Чувачок уважает коровок. Ну, это мы, конечно, одобряем тоже. Что-то Варлок здесь то ли залагал, то ли что, видишь, он начинает телепортироваться, почему-то не проходит по нему способности, и вот сейчас он разлагал. Короче, на самом деле в моменте было это выгодно. Через слиться с тенью, через активку Night Elf прыгаю в инвиз. Получилось подстанить его усиленной глубокой раны за счет этого. Но здесь, конечно, ловлю неприятный эфир, и да, нужно бы немножечко бэкнуть вот эти подколонны. В любом случае, пока что у вражеского Ханта его звериный гнев вот этот активен, не хочу с ним сражаться, прыгаю снова на вражеского Друидыча, фуловый смерч выдаю, сейчас нужно очень больно пробивать вражеского колдовства Варлока, еще залетает стан по повелителю зверей, от меня стан залетает в Варлока, все стоят в контроле, все трое вражеских игрока, хороший станчик от моего воина, нужен Кусь присутствует и умирает, соответственно, чернокнижник оппонентов. Такая солидная катка, нормально, но противники мало-мало, конечно, прессинга создавали, практически мы их не почувствовали, в любом случае довольно вальяжно было играть, победка была достигнута. Народ, самую сочную котечку я залил к себе на бусте, где ее же и разобрал. В любом случае, у меня там присутствуют гайды на различные классы и спеки, есть гайд по моим настройкам интерфейса и аддонов под PvP. В общем, если планируете поддержать канал копеечкой, то приглашаю на свой бусти, ну а на этом рекламку заканчиваю, погнали, смотрите видос. А еще один раунд против нас послушания Прист, головорез, разбойник и снова колдовство Варлок. Жду, пока Рогов скроется, хочу именно ему запороть его опенинг. Бегу за ним, все, глубокая рана, стан на 4 секунды, супер приятно, и начинаем его дотать, очевидно. В идеале, конечно, можно было прямо через воплощение пеплошкуры прямо свой бёрст выдать, но я как-то, знаешь, пока что только присматриваюсь, не люблю прямо на самом старте выдавать бёрст ротейшн, жду подходящего момента. Возможно, ошибка. И вот смотри, какая ситуация. Послушание приз далеко, Варлок улетел, залосал своего приста, я просто даю нам рык, и мы вместе с воином чаржимся во вражеского колдовства Варлока, который слишком далеко зашел. Станю разбойника, чтобы не мешал, Варлока кусаем, Варлока убиваем. Но это первые катки, народ, это первые катки. Тут, конечно, молодцы. Он на Варлоке просто улетел от своего лекаря. Собственноручно, по сути, отправил свою команду в лузера. Еще одна котеечка против нас. Воздаяние, паладин, выживание, охотник. И здесь, конечно, неприятно. Я слишком подошел, знаешь. Я надеялся, что на воздаянии и на паладине чувачок будет более агрессивным и пойдет к нам. Спустится с гроба, я его подстаню. Но он решил так не делать, он просто раскинул лужу. И из-за этого спалил меня, да. Он спалил мой инвиз. Я не выдал, соответственно, свою усиленную глубокую рану. Но ничего не страшно. Да, конечно. Неприятно. Но не прям критично, можно и пожить. В любом случае, против нас Сурфхан, кстати, чувачки такие уважаемые. Я играю за Сурфханта сам, люблю этот спек максимально. Он не совсем в мете, конечно, но прикольный. Свой дэмэдж выдать может, свой импакт выдать тоже может. Но трапа почему-то летит в меня, а не в моего тиммейта. Допустим, ладно, идет свап хп. Нет особо смысла здесь как-то пытаться приста фокусить. Он поймал антиконтролем мой стан. Я его неприятно так вот тайминг выдал. Так бы постоял сейчас в контроле 6 секундам, я бы там смерч в него закинул. Но да, не получилось. Взяли бы дотки раскинуть, что-то просто так бегаю, надо уже приучить себя просто так не бегать. За Ферала очень много у меня лишних телодвижений, но пока что не привык. Фуловый циклон залетает в вражеского приста, он вот тринкует, хорошо, станю еще раз. Еще один циклон пытаюсь закинуть, залетело, нормально, вражеский. В это время охотник гнет от доток, хороший стан ультимейта, и съедаем противничков. Слишком много бегаю просто так, too much. Еще котеечка, неистовство воин, воздаяние прист и Рестор Друидыч. Я прямо помню. Какого хрена молоточки паладина сейчас в меня тоже полетели, я же был в инвизе. What the hell? Почему это так работает, не могу понять. То есть чел кидает молот в моего тиммейта, и я бегу рядом в инвизе, но для него-то я не видим, почему в меня молоток залетает. Тринкует вражеский Рестор Друид. Мой стан, и это критическая была ошибка, потому что сейчас он ловит от меня фуловый смерч, и в это время мы убиваем противничков, соответственно, все. Я выдаю фуловый смерч, туда залетает паралич от моего тиммейта, хорошо, воин тоже видит, выдает фир, стан, идеально сыграно. Ну вот, отдал просто тринкет на друиде, проебал тем самым катку, ну потому что, я не знаю, отдавать тринкет так рано в никуда, по сути. Вот, видимо, ток
видимо, только не отдавать свои тринкеты просто так, особенно против Ферала. Съедаем мы его. Быстренькая вставка. Я сейчас очень много стримлю на Твиче, и все анонсы у меня в группе в Телеграм-канале. Также и дополнительный контент там можно найти, поэтому переходи, подписывайся на Твич, на Телегу, все, погнали дальше. И еще одна котеечка. Против нас повелитель зверей охотник, Свет Прист и сила зверя Ферал Друидыч. Я буду ждать Ферала. Как только он скроется, сразу буду скрываться сам. Соответственно, вижу Ферал, даю ему глубокую рану, соответственно, стан. Начинаю его дотать. Окей, нормально. Сразу же прыгаю потом на охотника, выдаю ему также фуловый стан. Жду в инвизе, в засаде, выдаю еще стан за счет глубокой раны, за счет активки Найт Эльфа, при этом сохранил свое воплощение пеплошкуры, и мой бёрст все еще сохранен, я его еще не нажимал. Сейчас попробовал через воплощение подстанить опять же вражеского приста, но там лежала трапа от охотника, которая светящая, поэтому не получилось подстанить. Но ничего, я выдал в него стан за счет комбо-поинтов, накинул туда смерч и продолжаю туннелить вместе со своим воином вражеских оппонентов. Дотки висят и на Фералыче. Сейчас я хочу накинуть свои дотки также еще на повелителя зверей. И заканчивается дух. Скоро закончится дух, я это вижу. Хочу опять же сыграть против приста. В идеале не нужно было подходить так близко. Я хотел выдать стан, потом смерч. Надо было просто подальше встать и выдать фуловый смерч. Да, очевидно, что прист заготовил фир, очевидно, что он у него будет. Это я лишнее действие такое сделал, не надо было подходить, просто на дистанции лучше было кастануть, и все. Тогда бы не пришлось тратить тринкет. Anyway, победка, найс, отлично.